Нью-Йорк Таймс тут вышла со статьей о том, что при всей демонстративной дружбе России с Китаем, доходящей порой до подобострастия перед китайским начальством, вроде демонстрации мудрых изречений китайского лидера на уличных билбордах и в телеэфире, но ФСБ считает Китай одной из главных угроз России. Что на самом деле Китай активно за Россией шпионит, пытаясь выкрасть наработки в авиационной и оружейной сферах, пытается переманить ведущих ученых и конструкторов, намерен ослабить влияние России на азиатские страны бывшего СССР и, вообще-то говоря, всерьез претендует на российскую территорию. Это очень интересная статья, потому что, пожалуй, сегодня у нас первый будет ролик, где мы не считаем логику ФСБ безумной. Прежде чем начнем, напомню, у нас в описании есть ссылка с материалами, где мы рассказываем о бесплатных способах обойти блокировки YouTube. В их числе Liberty VPN, он дает 1 месяц попробовать VPN бесплатно. Вообще говоря, если забыть все, что случилось в последние 3,5 года, единственная сила, которую можно назвать представляющей для России фундаментальную угрозу, это Китай. Китай гигантский по населению, больше России в 10 раз. В отличие от США, Китай и Россию разделяет не большой красивый океан, а сухопутная граница длиной больше 4000 километров. Китай и Россия – естественные конкуренты за влияние на весь обширный азиатский регион, особенно на постсоветские его страны. Что важнее всего, Китай никогда не был демократией. Никогда в нем не было избирателей, перед которыми нужно нести ответственность. А в последние 15 лет страна избавилась от прежней системы сдержек и противовесов, от принципа регулярной ротации власти, который безупречно соблюдала с реформ Дэн Сяопина. Сегодня Китай уже не вполне та партийная диктатура, которую все знали. С того момента, как Си Цзиньпинь просидел у власти 10 лет и переписал под себя Конституцию, Китай — это обычная персоналистская автократия. А персоналистская автократия, если не вдаваться в детали, это такой режим, где сломан механизм табакерки, где индивидуальным фантазиям одного человека не препятствует ни перспектива проиграть выборы, как в демократиях, ни противодействие правящей верхушки, как в партийных системах. Единоличная диктатура — это система, от которой можно ждать войны. Потому что если подобная идея взбредет вождю в голову, не будет способов его остановить. Понять, что творится в голове Си Цзиньпиня, человека очень сложной судьбы, извне практически невозможно. Вот вроде бы за Путиным так долго мы наблюдаем, но только в 2022 году стало окончательно ясно, какой прихотливый коктейль из амбиций, обид, унижений, вранья спецслужб, воспоминаний о школьных уроках истории и советских фильмах у него в голове за все это время готовился на фоне банальной скуки. И мы об этом узнали только когда Путин развязал войну, убивающую людей сотнями тысяч. Поэтому, когда ФСБ при всем понятном к ней отношении переживает о китайской угрозе, в общем-то, очень трудно тут что-то возразить. В отличие от совершенно вымышленной угрозы НАТО, сплошь состоящего из государств, не способных воевать в силу своего политического устройства, диктатор на Востоке с 1,5-миллиардным населением – это постоянно существующая угроза. Реализуется она или нет – вопрос отдельный, но угроза есть. Гораздо интереснее не то, что спецслужбы ее видят, но то, что сам Путин будто бы ее не осознает. Один из главных итогов идущей сейчас войны проявился в первый же ее год. Это полная зависимость России от Китая. Доля Китая в российском экспорте выросла с 14% в 2021 году до почти 33% в 2023. В последний довоенный год Китай для российского экспорта равнялся 2-3 Италиям. В 2018 году весь громадный Китай покупал у России лишь на треть больше крошечных Нидерландов. Сегодня же Китай в российском экспорте занимает большую долю, чем Европа, Африка и обе Америки вместе взятые. По импорту все еще хлеще. Доля Китая в российском импорте и до войны была немаленькой, почти 25%. Но в 2023 году она превысила половину всего импорта, достигнув 53%. Не надо, кажется, пояснять, что ситуация эта совершенно не паритетная. Россия занимает в китайском экспорте 3%, в импорте 6%. В китайской внешней торговле Россия примерно как Германия. Важный партнер, но не критически важный. Доля Китая в российской внешней торговле выросла настолько, что можно уже говорить о прямой зависимости, причем зависимости односторонней. И процесс этот
не естественный, а противоестественный. Россия с момента образования на нашей территории государственности стала частью не только европейской культуры и истории, но и европейского рынка. Российская промышленность, логистика, добыча ресурсов, их транспортировка, деловые контакты, долгосрочные отношения – все это при царях, большевиках, бандюках и олигархах, неважно при ком, все было заточено под торговлю именно с Европой. И неважно, какие были войны, конфликты, припадки дружбы и любви. И потому что география, и потому что экономики хорошо совместимы и заточены обмениваться. А еще потому, что, если кто-то вдруг до сих пор не обратил внимания, мы европейцы. Что в Твери, что в Саксонии выращивали пшеницу, а не рис. Хозяйствование было семейным, а не кооперативным. Это длинная и интересная тема, которую мы когда-нибудь обсудим. Но вкратце смысл в том, что любому российскому предпринимателю проще наладить взаимодействие с предпринимателем европейским, чем каждому из них с китайским. Достаточно вспомнить советскую власть. Она к большому восточному соседу относилась как минимум с большим недоверием, а зачастую оно доходило до прямой враждебности. С Китаем были настоящие боестолкновения, перманентная внешнеполитическая напряженность, а самого Мао Цзэдуна СССР справедливо считала на всю голову больным фанатиком-догматистом. Собственно, Северная Корея существует по сей день лишь потому, что в прошлом ее дипломатический корпус лихо играл на противоречиях двух красных империй. А многие страны Африки, Латинской Америки, да и некоторые европейские, типа Румынии, играли на соперничестве СССР и США. Советские анекдоты об отдельных перестрелках на китайско-финской границе не на ровном месте появились. Всегда было подспудное ощущение, что если будет война со Штатами, то будет она ядерной. И о чем тут вообще тогда переживать? Все просто сразу помрут. А вот с миллиардным Китаем вполне реально война конвенциональная, причем сильно не в пользу Союза. Здесь прервемся на рекламу, а дальше поговорим о том, нужна ли Китаю Россия. Если вы когда-нибудь пытались оформить зарубежную карту, то знаете, это настоящий квест. Либо нужно прям ехать и доказывать иностранному банку, что ты не верблюд, либо платить компании-посреднику, которая поможет получить карту, и часто немалую сумму нужно платить. Но что если вам карта нужна лишь раз в год для поездок, ну и для оплаты пары подписок на зарубежные сервисы? Более доступное и недорогое решение – виртуальная карта MaxSwap. Она выпускается прямо в Телеграме. Нужно завести там криптокошелек, пополнить криптовалютой, и с помощью карты вы сможете тратить ее как фиатные деньги, расплачиваться в зарубежных магазинах, оплачивать подписки. У карты довольно большие лимиты на пополнение и траты. При этом обязательной идентификации не требуется, можно оставаться анонимным пользователем. Все управление картой MaxSwap и транзакциями осуществляется через Telegram-бот, без всяких дополнительных приложений и сложных интерфейсов. Карту можно также добавить в Apple Pay. При этом получение карты стоит совсем недорого по сравнению с другими вариантами, и средства на нее зачисляются очень быстро. Наша редакция эту карту протестировала в Германии, все работает. Поддержка у MaxSwap живая и старается сразу вникнуть в вашу ситуацию. Очень дружелюбный сервис. А если вы напишете им промокод CATS, то 50% от стоимости карты еще и вернется к вам на баланс. Так что переходите по ссылке в описании или воспользуйтесь вот этим QR-кодом и получите новую карту, которая будет работать за границей. Спасибо, что смотрите рекламу, она помогает каналу оставаться независимым. Продолжим. Стоит оговориться, глобально мы считаем, что у России не существует врагов, которые бы в нормальной, а не сумасшедшей ситуации, созданной одним успешным геополитиком, всерьез бы рассматривали вариант напасть на нашу страну. Ни одна сила в нормальной ситуации не может рассчитывать вариант специальной военной операции против нас и фантазировать о захвате Москвы за 3 дня. Любой вариант вторжения для кого угодно – это миллионы и десятки миллионов трупов. Это масштаб мировой войны. Даже если мы заставим за скобками ядерное оружие, которое в реальности имеет довольно ограниченное применение с суицидальными последствиями для всех сторон, Россия, прежде всего, страна гигантская по территории и большая по населению. Существует довольно глупое представление, будто китайцам органически нужно жизненное пространство. Дескать, не помещается этот всемирный роддом на отведенную себе территорию, а значит Сибирь они пожелают откусить чисто по биологической необходимости. Это не так. Реальность в том,
что, во-первых, Китай занимает гордое 83-е место в мире по плотности населения, пропуская вперед кучу европейских стран, располагаясь между Италией и Чехией. Во-вторых, Китай стремительно урбанизируется. Китайцы хотят жить в развитых городах, причем скорее на юге страны. Зачем им непроходимые первобытные просторы Восточной Сибири – загадка. У них и своих неосвоенных пространств в миллионы квадратных километров с избытком. В-третьих, представление, что китайцы проводят всю свою жизнь в очереди к акушеру, устарели лет на 40. Китай стремительно совершил второй демографический переход, который наложился на варварскую политику одного ребенка в семье, сломавшую половую структуру населения. Сейчас в Китае не взрыв рождаемости, а глубочайшая демографическая яма. Оценки населения Китая к 2100 году сильно разнятся, но самая оптимистичная, которую мы нашли от Pew Research, говорит о 800 миллионах, то есть оно почти уполовинится. Медианный же прогноз по ООН вообще 600 миллионов. Но будь мы Федеральной службой безопасности, получая зарплату за обнаружение, прогнозирование и оценку угроз, то из всех мыслимых соседей, ближних и дальних, мы бы с настороженностью отнеслись к стране, которая по населению и экономике превосходит нас аккуратно на порядок. Еще имеет интересы в том же регионе, что и мы, у которой единоличный лидер, которому фиг пойми, что завтра взбредет в голову и почему. И к тому же, которая с каждым годом все в большей степени держит нашу страну за горло. Если за кем-то в два глаза и нужно следить, то за Китаем. Если чьих-то шпионов отлавливать, то китайских. Если какой-то военный округ насыщать техникой, укреплениями, солдатами, то дальневосточный. Просто чтобы неповадно было и вредные мыслишки соседям в голову не лезли. ФСБ все правильно здесь понимает. Это тот редчайший случай, когда к этому более чем сомнительному ведомству особо нет вопросов. Может быть, в отделе, который занимается Китаем, еще не успели всех переквалифицировать на борьбу с ЛГБТ и оппозицией. Но парадокс тут в том, что Путин, вроде как сам выходец из этого ведомства, чья советская карьера прошла именно тогда, когда отношения с Китаем были откровенно враждебными, действует тут строго поперек своей главной спецслужбы. Все, чем занимается Путин в последние 3,5 года, это вводит Россию в радикальную, ненужную и предельно опасную зависимость от Китая. В 2023 году Россия ровно половину всей своей сырой нефти продала Китаю. Еще 40% в Индию. Грубо говоря, сейчас Китай контролирует главный источник экспортных доходов российского бюджета. И это прямое последствие разрыва отношений с западным миром. При любом конфликте с Китаем для России станут неважны мировые цены на нефть, ведь экспорт теперь все равно что монопсонный. Половина продаж в руках единственного покупателя. Под Китай стремительно перестраивается и второй главный донор доходов – инфраструктура газового экспорта. Если еще в 2018 году газом с Китаем почти не торговали, тогда его доля в экспорте была ниже крошечной Литвы, то в 2023 году на него приходилось треть всех поставок. Естественная ориентация российского экспорта на Европу, помимо прочего, делала приток экспортной валюты устойчивым и диверсифицированным. Ведь в Европе много государств. Разногласие с одним не означало бы крах торговли со всеми остальными. Искусственно разрушены теперь доходы российского бюджета, а возможность содержать государство и армию де-факто зависит от хорошего настроения Си Цзиньпиня, который от разрыва экономических отношений с Россией потеряет считанные проценты. Для России же это означает крах во внешней торговле. Но на этом все не заканчивается. Вся российская армия, все люди, способные держать оружие, сегодня всецело заняты на войне с Украиной. Кто не занят там, те заняты строительством рубежей на границе с Финляндией и в Балтийском регионе в целом. Когда мы видим, что в окопах под очередным Часовым Яром гибнут морпехи Тихоокеанского флота и военнослужащие ракетных войск стратегического назначения, переведенные в пехоту, становится очевидно. Вся российская армия находится в тысячах километрах от китайской границы и занята настолько, что ее оттуда особо не сдвинешь. Владимир Путин сделал все от себя зависящее, чтобы если вдруг товарищ Си, как любой единоличный диктатор, доживет до этапа, когда ему будет нужна маленькая победоносная война, то Россия выглядела бы более привлекательной, чем вооруженный до зубов и ежедневно готовый к потенциальному конфликту Тайвань. Тайвань – замковый камень мировых технологий. Полномасштабная война с ним вызовет такой лютый кризис, который в первую очередь ударит по самому Китаю. Он без тайваньских процессоров
ничего сложнее детского вертолетика не произведет. Так что надо 10 раз подумать, прежде чем нападать на Тайвань. Тот очень сильно зависит от Китая. Но это созависимые отношения, несмотря на разницу масштабов. Нельзя напасть на Тайвань, не навредив себе. Тем более, есть неиллюзорный шанс, что хочешь не хочешь, а за мировую фабрику технологий придется вступиться в том числе и американцам. С другой стороны, есть Россия, которая очень удачно поссорилась со всем западным миром, оставила без защиты свои бескрайние просторы, а главное, отношения с которой совершенно не паритетные. Армию будет нечем содержать без китайских денег. Армии будет нечем воевать без дронов, собранных из китайских компонентов. Китаю нахрен не нужна Восточная Сибирь в своем составе, это факт. Но и России вообще-то нахрен не нужен ни Крым, ни Мелитополь, ни руины в чистом поле, которые она продолжает захватывать сейчас. Но если представить себе, что в голове китайского начальства как-то так хитро перемкнет нейроны, что им нужно будет с кем-то и где-то повоевать, то Россия для них будет выглядеть самым лучшим вариантом из всех соседей. Так не было никогда до 22 года, но у Путина последовательной глупостью получилось загнать Россию в ситуацию, где она точно не сможет воевать на два больших фронта, и при этом ни одна серьезная сила в мире не придет заступаться. Очень понятно, почему Путин готов быть для Китая колониальным губернатором. Китай – это та большая экономика, которая к своим контрагентам не предъявляет никаких либерально-демократических требований. Ей плевать на права человека, ей глубоко без разницы на подлог выборов и убийство политических оппонентов. Путин ее устраивает. Вот в этом моменте кроется еще одно подтверждение того, о чем мы уже говорили. Путин находится в отрыве от российского государства как института, от всех его частей, которые так или иначе вынуждены думать об интересах страны. Даже от ФСБ. При всем совершенно заслуженном нашем отношении к этой конторе, она все-таки вынуждена мыслить в терминах угроз и рисков. В ее мире Китай не может быть ни другом, ни союзником России, только потенциальной угрозой. Если бы в России было политбюро советского типа, если бы Бортников был не бессмысленным миньоном, а настоящим главой могучего ведомства, если бы он мог влиять на принятие решений, то, конечно, ни о какой такого рода дружбе между странами, где старший друг незаметно для себя может закопать младшего, не могло бы идти и речи. Но у нас ничего такого нет. У нас есть Путин, которого устраивает, что Китай согласен на его пожизненное правление. И пока Китай на это согласен, Китай получит все, что захочет. Плевать, насколько Россия зависима и уязвима, пока под Путиным кресло стоит крепко. Нет никакого противоречия между демонстративной дружбой с Китаем и страхом перед ним. Дружит-то с Китаем Путин, а боится Китая и правильно делает, что боится. Российское государство. До завтра.